Это будет подставка под телефон, ну, как бы держатель телефона с одним из моих дизайнов. Это 3D дизайн номер 5. То есть это небольшая подставка размером 80 на 80. Делается прорезь, и туда будет вставляться вот так под углом телефон. Сделал все расчеты. Вот здесь угол получается сколько? 13 градусов. По 13 градусов она наклонена. То есть фрезеровать придется под углом. То есть сначала сделаю сам дизайн. То есть основа будет из ореха, вставка будет из клена, а затем необходимо будет поставить заготовку под углом и профрезеровать вот такой паз. Посмотрим, что получится. По одной штуке такие маленькие изделия делать очень неудобно и нецелесообразно. Поэтому буду делать сразу 12 штук. Неудобно маленькие изделия крепить, неудобно шлифовать. Лучше сначала все это сделать, а потом уже распилить на отдельные изделия.
Такие маленькие изделия шлифовать по отдельности очень неудобно и нецелесообразно. Поэтому шлифуем сразу все 12 штук уже под покраску, а затем переходим к следующим операциям. Все, можно переходить к фрезерованию паза. Проблема какая? Паз должен располагаться под углом, то есть фрезерование будет осуществляться в таком положении. То есть мне сюда нужно подготовить такую подставку, основание высотой 17,5 мм, и угол составит здесь 13 градусов. И вот так и буду фрезеровать. Подкладки сделал только по краям, потому что фрезерование будет продольное и давления в центре не будет. Размещаю подставки. Закрепляю заготовку. Все, можно фрезеровать. Для фрезерования буду использовать 6-миллиметровую фрезу. Держатель в единственном экземпляре. Теперь можно проверить, будет ли он держать телефон. Вроде бы держит. Теперь шлифуем точно по контуру, который был оставлен 4-миллиметровой фрезой. Скругляем все углы и переходим к дальнейшей шлифовке.